You made me a believer, believer. Hey, you made me a believer, believer. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Сегодня я все-таки прислушался к вашему совету по поводу того, что бриться любимым набором. И уже было все скомбинировал, уже все придумал, уже все вытащил. Стоял, пялился на полочку, а хочу вот этим, хочу тем. И тут хлобысь, читаю сообщение Алексея, и все перелопатилось. Но тем не менее, я думаю, что все равно это будет любимое видео. Потому что, ну, во-первых, в нем будут участвовать мои любимые станки, а во-вторых, в этом видео будет интрига. А как ли это сработает? Так, как предполагается, или будет несколько иначе? С одной стороны, конечно же, эта идея не нова. Придумал ее не Алексей. Ну, в смысле как? Ее до него еще придумали. Но судя по тому, что я прочел, он нигде не это самое, специально где-то не рыскало. Просто вот так вот идея, как любителя 41 головы, пришла к нему это в голову. Ну и плюс ко всему, мнение человека, который пришел к тэшкам не совсем обычной, с необычной стороны. То есть не как все люди. То есть, знаете, вот кассетник, тэшка, потом шаветка, опаска. А у него наоборот. Раз он был на опаске, вначале переходит на 41-ю, а потом только пришел к Роквеллу. И вот эта вся история тоже добавляет свою изюминку и некую интригу, потому что получается у человека совершенно необычная история. Опаска, 41-я голова, Роквелл, эксперименты с Роквеллом. То есть, ну, я на своей памяти, впервые такое слышу, я не встречался еще так вот с людьми. Наоборот все, когда по возрастающей, то есть снизу вверх по ступенькам эволюции, уже раз там расцветаешь опаской, то есть как бы все, выше уже никуда, там круче тебя только что яйца, а тут наоборот. Поэтому, ребята, вы идите на крупный план, смотрите там что да как, а я потихонечку начинаю. Тем более, что это не единственная изюминка сегодняшнего обзора. Сегодня у нас еще и мыло. Идите, смотрите уже. Все, догоняйте. Несмотря на то, что у нас сейчас 6 вечера, еще даже нет 5:52, но тем не менее солнца практически нет и вынужден снимать при комнатном освещении. Так что, ребята, вот как есть. Итак, начинаем притворять опыт Алексея в жизнь. Это моя 41-я подруга. Сразу же снимаем с нее верхнюю плиту, она нам сейчас пригодится. И наш Роквелл. Не стал я брать 6C, взял 6S. Я думаю, разница невелика, и вы меня за это простите. Оставляем плиту. Берем, как вы сами понимаете, 3-ю, 1-ю, точно так же, как взял Алексей. Хотя было бы интересно, конечно, и на 6-й попробовать, но мне кажется, это было бы что-то запредельное. Хотя не исключено, что со временем проверим. Поэтому давайте, наверное, начнем с того, что описал Алексей. Лезвие. Решил взять персону. Люблю я ее заразу. Тем более Рома мне ее прислал нормально, она у меня есть. И возьмем вот эту вот персоночку, поставим. Она один раз уже хоженая и для нашего эксперимента вполне себе будет годная. Начнем, как и делал Алексей, с 3-й плиты. Он первые 2 прохода прошел на 3-й, потом на 1-й на добривку. Ручку использовал опять же от Роквелла. Кстати, закручивается вполне себе информативно и нет такого ощущения, что плита какая-то инородная и что-то здесь не то. Посмотрим для начала, что же у нас получилось. Угу. Так, знаете что, ребят, поскольку у меня 2 станка 6S, 6C, и давайте, наверное, еще один эксперимент, догоночку сделаем. Оставим его 3-ю плиту и оставим его голову. Лезвие возьму трит. Оно чуть-чуть похоже, ну, вернее, даже не чуть-чуть похоже, оно сродни персоне. Есть различия, но не так уж велики. Я думаю, что станок их нивелирует и сможем достаточно нормально побриться, если что. И поставим, ну, персону, короче, влом искать, а время уже дофига. Я думаю, что это будет не слишком грязный эксперимент. Все-таки ближе к чистому. Ну, а теперь давайте смотреть. И тут у нас 3-я плита, как вы видите. Но здесь верхняя плита от 41-й головы, а здесь родная. Смотрим.
Я различия только потом увижу. Сейчас я не очень-то хорошо их наблюдаю. И я думаю, вживую все это и испытаем. Ну, это что касается станков. Мыло. Мыло сегодня будет от Стаса Just Hobby, которое любезно прислал Александр, моя цирюльня с Украины. Давно хотел это мыло попробовать и пустить уже, но все никак руки не доходили. От чего же? Почему же? По многим причинам. Первое, что в этом мыле зацепило, это, конечно же, упаковка. Потому что, ну, ребята, она более чем изящная. Вот эта вот жестяная баночка, культур, мускулатура и все такое прочее. Но Стас и на этом не остановился. Он лишний раз подтвердил себя мастером этикеток. И посмотрите, как это изящно оформлено. Вот про это можно сказать. Хлопцы, так це же Европа. Посмотрите, как козырно сделано. То есть вот эти вот тона так подобраны интересно. Мало того, что здесь вот наш барбаршаповский вот этот вот символ всемирный, так плюс, ну, конечно, по совместительству это логотип Стаса, но тем не менее. И посмотрите, в этом же стиле полосочки и как подобраны цвета. Видно, что это не с кондачка, видно, что это делал знающий человек, и он понимал психологию человека. Мы к бритью относимся как к чему-то белому, пушистому, чистому удовольствию. И здесь это все изображено. Посмотрите, как это все красиво. И все продолжается, когда вы открываете. Смотрите, здесь такая подкладочка мягкая, прям интересная. И я не думаю, что она будет впитывать лишнюю влагу, которая может быть в вашей баночке, но тем не менее она как-то приятно, знаете, на психологию воздействует. И мне нравится, что она здесь есть. Это гораздо лучше, чем, допустим, здесь была бы просто железка. То есть вот человек и об этом подумал. Плюс, когда я увидел внутренности потрошка, я сразу же вспомнил видео Стаса, как он там вот это все трамбует. Понятно, что и здесь тоже трамбовали, и мне это, знаете, как-то так по-свойски как-то было приятно, интересно. И на этом все еще не заканчивалось. Запах, ребята. Запах великолепен. И от всей души хочу, чтобы это мыло работало, потому что все остальное в нем просто прекрасно. И вот этим мылом мы сегодня еще попользуемся. Так, стопы. Ну, видите, оно даже закрываться не хочет. В бой меня пусти, в бой, дурак, козел, не закрывай. Нет, не трепыхайся. Сейчас пойдем поработаем, все нормально. С помадками было сложнее, ребята. Я стоял как дурак, целых 5 минут пялился на полку и думал, чем же взять. Биг Блоссик, ну да, он мне понравился, он хорош, но он уже был в обзоре, повторять. Я так его в руках помял, повешал обратно. Мюлли тоже хочу, и то хочу, и это хочу. Но когда я посмотрел на кофемолку, мне так захотелось ее взять в руки. Это тот самый барсук от Яки, который мне очень-очень зашел и очень-очень понравился. Но тут же вспомнил, блин, Яки достали. Думаю, ну ладно, хорошо, давайте возьмем кабанчика от Омеги. Тем более, что как бы давно его и не было. Но тут же вспомнил мыло про Стаса и про то, как он будет работать на лице. И опять кофемолки. А потом решил, да ёперный театр, мужики, ну ругайтесь, не ругайтесь, оставлю я кофемолку. Ну нравится она мне, ну по кайфу. Хочу его сегодня еще загнать, тем более, что хочу сегодня сделать свое душевное видео. Ну да, какой-то эксперимент все же будет. Но тем не менее, я думаю, что видео будет по кайфу. Вот лично для меня, как будто я вот сам хотел. И от всей души надеюсь, что и для вас тоже. А раз так, то посему автошейвом сегодня будет, хлопцы, одна из моих любимых скляночек. И это Веледа. За что он мне нравилась всегда, Веледа? Ребята, за все. Здесь нет ни одного пункта, который бы, вот знаете, был бы вот поперек, как вот, знаете, вот души. Стекло великолепное, цвет стекла замурчательный, пробка, да просто охренеть, чтобы у каждого баллона была в нашей жизни такая пробка. Дозатор, да, тот же самый дозатор есть, все на месте, все нормально. Сочетание цветов, белое, темно-оранжевое, синее стекло, плюс синяя этикетка, ребята, все при нем, все на месте. Плюс, посмотрите, какой дизайн этикетки. Это солидный, годный, знающий себе цену продукт. И все бы ничего, это пошло бы прахом, если бы не внутреннее содержание. Но внутреннее содержание, ребята, на высоте. Чтоб вы знали, как пахнет эта жижка, которая там внутри, так это просто еще просто пипец. Это запах, ну, о запахе потом отдельно поговорим. Так вот, ребята, плюс ко всему еще и уходовые классные. Это тоже могло бы накрыться медным тазом, если бы это стоило каких-то совершенно неприличных, бешеных денег, так и по ценнику, ребята, это вполне себе гуманный продукт.
Это просто ого-го, какой классный продукт. Поэтому сегодня будет веледочка. И опять же подарена вами, моими подписчиками, за что вам огромное спасибо. Ну а теперь что, сидим? Пошли бриться. Так, посадим немного пришеева. А из такого мыла пришеев-то делать это особое удовольствие, я вам скажу. Так. Мыло твердое. Твердое, приятное на ощупь. Тем более Стас наверняка тут свою руку приложил. Я вот отпечатки пальцев его большого вижу. Красавчик. Так. Ну а какая юшка-то приятная. Прям вообще здоровская такая. Так. Парни, вот так вот по запаху, я вам сразу могу сказать, Стас 5. У этого человека на канале символ нашего бритья заслуженно, не напрасно. Это не для красных, для красивой какой-то штучки. На самом деле человек-то в тему рубит. Вот это запах барбаршапа. Это просто обалдеть. Причем вкусного, хорошего, того барбаршапа, где, да еще маленечко, где люди соображают, знают толк в бритье. Это, блин, супер. Так, ну и пока пришейф работает, давайте, наверное, уже и пенкой-то займемся, да? Так, помазочек у нас уже в кондиции. Уберем всю воду. Моя кофемолочка. Не знаю, почему она мне нравится. Нравится, просто нравится. Так, здесь воды у нас тоже нет. И наберем. Попробую сейчас прогнать по технологии твердого мыла. Загрузим помазок, а потом постепенно добавляя воды, будем формировать нашу пену. Не знаю, правильно я делаю. Первый раз с этим мылом работаю, но решил начать именно с этого. Загружается хорошо. Ну, пока нравится. И те ростки, те зачатки пены, которые я сейчас уже вижу в банке, блин, ребята, мне нравится. Это густющие, как и должны быть сливки. Ну, мне кажется, он уже достаточно хорошо пропитался пеной. Давайте попробуем в чашу пойти. Так, здесь без воды, без нифига. Вот такая маленькая, небольшая деревянная чаша от Самвела. Она еще хороша тем, что здесь маленький объем, и все процессы происходят значительно быстрее. Так, он густотища уже поперла. Давайте децл добавим. Нашего добрища прибавилось. Давайте еще децл добавим водички. Еще чуть-чуть. Помазок окончательно пропитался пеной. Если вы помните, в первый раз, когда мы им работали, он был замечен за тем, что хомячит. Сейчас я вижу, что он пеной пропитан до мозга костей. Здесь ее немного появилось, а вот в помазке-то уже навалом. Так, еще чуть-чуть водички. Рост пошел значительно сильнее. То есть вот уже какие-то детеныши отпочковываться стали. Так, еще чуть-чуть и, пожалуй, наверное, будем заканчивать. Так, ну вот. Я думаю, того, что в чаше, но в основном, конечно, будем рассчитывать на то, что в помазке нам уже будет достаточно. Поэтому пошли пришеев и уже компрессы бриться.
Салфетки, правда, перепутал. Жены нет, как беспризорник, что-то там первое попавшееся хапнул, смотрю, это вообще не для бритья, ну мохнатушка. Поэтому, ну, чем уже есть, тем мы будем. Ребята, кофемолка, ну, в смысле кофеварка. Вот пока не нравится только, что с легонца пена заходит на ручку. Ну, а все остальное по кайфу. Мыло пахнет хорошо. Пока единственное могу сказать, оно пахнет правильно. Оно пахнет чистотой, свежестью, бродобреями, опасками, тэшками. Вот нашим миром пахнет, понимаете? То есть вот тут все как-то смешалось так интересно. Я не знаю, как Стас этот запах сделал, но он его правильно сделал. Так, ладно, все, давайте потом. Так, первый, наверное, начнем. Пускай у нас будет Rockwell 6 на третьей плите. Ну и, в принципе-то, я эту плиту знаю, но так, чтобы уже, знаете, лоб в лоб столкнуть сразу. Ну, я вам скажу, отлично, отлично. Я не знаю, чего Алексею не хватало, но мне вполне себе хватает той информативности, которая на третьей плите. Вот считайте, сколько сейчас, 4-дневная щетина, ну 3-4. Нормально, вообще хорошо. Мыло отработало. По-моему, это бинго. Прям и осталось так прилично. И пахнет, пахнет. Так, ну и наш гибрид, вернее, гибрид Алексея. Это точно даже не 6-я. Леха, ты охренел, ты мне что насоветовал? Ёпарас это. Ну, ребята, скажу так, если здесь вот штакетник, нормальный штакетник, деревенский, садовый, как хотите назовите, то есть досочка, пустота, досочка, что-то, досочка, ну, вот такой через раз, да, то здесь с этой стороны, если это и был штакетник когда-то, то уже после Третьей мировой войны, после бригады пионеров, после футболистов, которые своим мячом там повышибали все нахрен, если здесь хоть пара колышков торчит, так это уже хорошо. То есть снес-то хо-хо-хо. Прям прилично. Угол у лезвия однозначно другой. Ну, это два разных станка. Вообще. Офигеть. Так, ладно, хорошо. Да, второй проход. Чуть-чуть намочил. И, не забирая с чаши, только на ресурсах этого хомяка, который сожрал всю пену.
Ну, вы знаете, я сейчас даже радый то, что он хомячит пену, потому что он внутри такие прям булки себе накачал. И вот этими булками сейчас пену-то, уху-ху. Супер. Ну, а мыло? Ну, вот вам мыло, что там? Это мыло, вот, зацените. Так. Так, ну и давайте нашу трешечку обыкновенную переставлять ничего не будем, так же спокойненько. Простой, информативный, прогнозируемый, практически безопасный, удобный, хороший, приятный, бархатный. Вот именно с персоной. Прям хорошо, хорошо. Ну, осталось еще меньше. Ну и теперь гибрид. Кажется, начинаю понимать, о какой информативности говорил Алексей. Фу, слава богу, что по его сценарию на третий проход он перекидывал плиту, потому что на добривку вот в таком соотношении, то есть третья плита, крышка от АР-41 и с лезвием персоны. Не, ну если бы он сделал, я бы так сделал. Но что-то мне как-то, знаете, не хочется. Так, все, ребят, переставили. Первое? Да, первое. Ну и на третий заход. Ну, пока Лехин сценарий срабатывает, тут добривать-то уже что? Ничего. Так, водички. Третий, последний, поэтому забираем все из чаши. Там видно вам что-нибудь, нет? Забираем все из чаши. Вот так вот. Кстати, ну, короче, она не опала. Нормально, хорошо. Умыла бодрый стояк. А почему бы и нет? Там на украинских харчах выращенный, там сальцем сдобренный. Да уж, у меня бы тоже стояк был. Ну, в смысле, ну вы поняли. Сало люблю. Ой, блин. Ну, рабочий объем. Вот так он работает. Видно там, нет? Да, вот так. Вот, хлопцы, смотрите. Знаю, что пройдет время, он наестся, перестанет хомячить, но пока хомячит. Но то, как он это хомячит, блин, да хай бы и с ним, пускай всегда хомячит. Так, ну, наш интеллигент, третья плита. Так. Вот. Где агрессия-то выскочила? Да, в принципе, у меня там и место поганое. Там было бы странно, если бы ничего не выскочило.
Ну все, хлопцы. Здесь уже галимый гешефт. Там можно, конечно, еще повыскальзывать, но в смысле повыскабливать. Но это уже так, не к добру. Я уже понял, что там. Намочил чуть-чуть. Ну это уж терпимо как-то так более-менее. Ребят, с этой стороны добавок не будет, они не нужны. Все. Финиталя комедия, мы побрились. Итак, что же мы имеем? Вот. Чашечки давайте заберем. Так, одним движением. А что нам припас этот пиндюк? Зацените. Ну, во-первых, не так уж и много он схомячил. А во-вторых, ребят, мне это нравится. Вот хоть как, смотри. Блин, Стас, ну разве можно так делать? Ну почему-то ее лизнуть даже хочется. Ну ты, блин, прям вообще. Это та самая пена, в которой даже и покупаться было бы не грех. Прям классно. Все, хлопцы, компресс, автошейв. Так, ну вот. До компресса еще видно, да? Das ist fantastisch. Как говорят немцы там, das ist Auto, das ist Shaving. Прям вообще. Не знаю, ребят, почему-то у меня все эпитеты сегодня не на нашем, не на русском. Че к чему, не знаю. Может, прет не по-детски. Но как побрился, понравилось, прям вообще хорошо. Сергей Горбунов, спасибо тебе огромное. Спасибо за то, что напомнил, дал пинка под сраку вспомнить об обещании раз в месяц устраивать любимое бритье. Ну и это просто песня, просто хорошо. Так, ну что тянуть-то, давайте уже автошейв. Она осталась совсем маленько, сейчас любимая придет, мне еще кушать готовить. То ребенок голодный с работы, а я такую лялечку приготовил, вернее уже второй раз. Первый раз ей очень понравилось, а второй раз сейчас делаю специально, дабы проверить, смогу ли повторить результат. Если смогу, вам расскажу. Это не мясо, это просто бомба. Веледочка. Ух ты, оперный театр, твою деби. Ой. Ой, хорошо. Давай. Хлопцы, кто терпимо относится к алкоголю и до сих пор еще к своему несчастью не имеет автошейф Веледы, вот этот. Ребята, возьмите, пожалеете. В этом флаконе скрыта такая мощь, такая целебная сила, такая прям, знаете, он не только рожу, морду лица, он душу лечит. Прям вот, знаете, вот та пряность, та вкусность, там, знаете, вот чуть-чуть запах травы, чуть-чуть запах каких-то альпийских лугов, лесов, снега голубого, примешивается еще нотка сырого табака и... Я хочу такой одеколон. Блин, где его взять-то, а?
Ой, запах просто бомбический, просто. Вот тем людям, кто составлял этот букет, вот стоя он рядом, да вот лучше, конечно, женщина, вот даже если бы мужик расцеловал бы, просто молодцы. Молодцы, вот такое сделать, это люди понимали, что делали, они знали, чего хотели. Это не то, чтобы там споткнулся, твою мать, склянки смешались, ну ладно, хрен с ним, ты, блин, смотри, что получилось. Нет, люди знали, что делали, и они сделали, прям, что-то вот такое прям. Мужик в шортах гольфа с пивасиком, такая пинта. Что-то вот прям вот супер. Я не знаю, хлопцы, напомните, кто это? Швейцария, Германия, кто это? Ну это прям вот они, Альпы, прям нарисованы здесь. Швейцарские, германские, какие хотите, но не французские, нет. Ляля, это обалденная штука. Хлопцы, он стоит 3 копейки, возьмите, не пожалеете, это просто вещь. Ну, при условии, конечно, если вы переносите алкогольную составляющую уходовая. Уходовая — это автошива, ребята, на высоте. Там ему посвящено целое, там. Я ссылочку на это оставлю, зайдете, почитаете. Там все для пользы, здоровья для. То есть вот прошло всего 6 сек. Я даже поговорить-то с вами не успел, а уже все высохло, уже шкурка лица бархатистая. И причем, знаете, как такой тоненький шагреневый бархат. Приятно, просто приятно. Так, много красного, чуть-чуть меньше красного. Побрился. Вот эта сторона гибридная явно выбрита, процентов-то на 20-30 лучше. Всяко разно. Вот здесь есть еще над чем поработать. И если бы я поработал, конечно, и это бы убрал, путем травмирования кожи, лишних движений, прочего. В обычной жизни я это делаю сам для себя, потому что люблю все гладенько. Сейчас не стал делать, через 3 дня все равно отрастет, все равно видео снимать. Но не сказать об этом не могу, потому что оно есть. Но здесь это песня, просто прекрасно. Итак, по нисходящей. Помазок. Ребят, он шикарный, он хороший, он чудесный, он мне нравится. Он мне нравится от начала до конца. Начало, внешний вид. Он тебя встречает. Трятуй, батяня. Я говорю, да, здорово, друг, пошли погуляем. Это тот щенок, который вот так вот хвостом будет вилять вот такими ухами и за вами мчаться, и так вот запрыгивать и в глаза смотреть. Вот что-то такое он мне напоминает. Когда он начинает работать, это булка с маслом. Нормальная, хорошая такая булка. Это не тот бутер, который вы иногда мажете по утрам. Это булка. Вы разрезаете свежую, хорошую булочку с корицей, с сахарком присыпанную, глазурью там политую чуть-чуть. Она еще хрустит, она свежайшая. Не горячая, уже остыла, но все еще хрустит. Вы ее режете пополам, кладете вовнутрь масло. Нормальное, хорошее деревенское масло. Не какой-то там суррогат там а-ля сколько-то там процентов, а нормальный такой 80%. Пырц туда и запиваете это кофе. И кушаете. Каждый раз, когда вы откусываете эту булочку, вот этот хруст смешивается у вас со сливочным, натуральным, настоящим маслом. И после того, когда вы делаете глоток кофе, вот эта теплота, вот та радость, тяга к жизни разливается по вашим жилам. Вот такой вот он какой-то. Я не знаю, как это еще сказать, потому что он для меня офигительный. Узел, да такой же, как и у многих других яков. Он ничем не лучше, не хуже. Но вот это оформление, подача, ручка, да я готов смириться даже тем, что и пена на ручку набегает. Да и хрен с ним, что я неженка-то, руки с жопы, вытру. Да, это плохо, но не смертельно. Нравится, однозначно нравится, и он мне по кайфу. И слава богу, что у Яков хватило мозгов сделать еще и синтетическую версию. Насколько она хороша, я вам сказать не могу, или плоха. Но они это делают. Вот такой вот звездун. Маленький, хорошенький. И размер тут 26. Нормально. Мыл. Стас. Я готов разразиться эпитетами прямо сейчас, потому что я до чертиков доволен нескольким вещам. Первое, то, что вы с Александром собрались и отправили мне посылку, лаверды, так сказать. Спасибо вам огромное. Второе, то, что в этом объеме затесалось еще вот это мыло. Третье, что ты каким-то макаром начал заниматься выпуском своей продукции. С одной стороны, вроде бы ничего удивительного. То есть каждый практически уважающийся блогер начинает потихонечку этим грешить.
Я знаю блогеров, у которых еще и 500 подписчиков-то не было, они там уже лезвие пытались кому-то втюхать, там что-то продать. Ну, да, ну почему нет? Ну хочется человеку. Ну, я вам больше скажу, и я не рыжий, я тоже думаю о своей продукции, потихонечку этим уже занимаюсь. Ориентировочная дата, ну, это еще не красный свисток, но в пределах где-то 30, 40, 50 дней. То есть меньше, чем 2 месяца. Тогда уже будет о чем говорить, сейчас пока говорить рано. Естественно, каждый человек, и уж блогер тем более, который выпускает свою продукцию, стремится к тому, чтобы эта продукция была практически идеальна. То есть, чтобы там не было к чему прикопаться. Зачем им это надо, блогерам? Я сам для себя это объясняю так, что, во-первых, блогеры пропускают через себя очень большой объем, массу продукции, и они осведомлены о многих позициях в бритье. Это во-первых. Во-вторых, они общаются с большим количеством людей. Не то, чтобы они какой-то образец, какая-то там икона, на которую там все смотрят. Нет. Но все-таки, мне кажется, у них больше ответственности, нежели чем у какого-то там дяди Феди там, или у какого-то там еще персоны, которая там вообще ни к Ютубу, ни к бритью никакого отношения не имеет, выпускает продукцию, и там уже люди на свой суд и страх и риск берут. Нет, у ютуберов ответственности больше. И, на мой взгляд, тот человек, который ютубер, выпускает продукцию не до конца выверенную, не до конца, которую отработал, он совершает роковую ошибку. Так делать нельзя. Стас не из их числа. Это мыло просто бомба. Обычные его мыльные качества я не могу, конечно же, так вот перечислить, но так, знаете, чисто для номенклатуры. Пенообразование 5, стойкость пены 5, скольжение 5, запах оставим пока, по скольжению 5. Свои вот эти вот пенные свойства, да это просто не пена, это какие-то сливки, это какой-то бомбеж, это взрыв какой-то вот. У вас есть что-то сливочное, какой-то дурак взял туда гранату или петарду кинул, оно как и шарахнет, и все в разные стороны. Вот это примерно то мыло. Запах – это отдельная песня. Я до сих пор не понял, что с этим запахом, но у меня в голове консолидирующее. Сам запах начал формироваться, начиная с этой этикетки. Она прекрасна, с моей точки зрения. Не побоюсь этого слова. Потому что вот это моя тема, понимаете? Вот я бы делал свое мыло, если бы у меня была вот такая этикетка, да я был бы счастлив. Потому что это мое. Это вот как объяснить, что тебе по кайфу, что из тебя изнутри идет. Вот из меня изнутри идет, а это пум связалось вот так вот, тыкс и туда. Вот говорят на людей, которые живут вместе там 10, 20, 30, 50 лет, муж, жена, что они даже похожи становятся друг на друга. Вот так я эту картинку чувствую, так она мне по кайфу зашла. Вот так должна быть, с моей точки зрения, оформлена вся продукция. А Стас это сделал, молодчага. После того, когда я на это нагляделся, я нос свой любопытный в банку-то сунул, и я подофигел окончательно, потому что это запах. Ну, это запах праздника, это запах песни, это запах вкусной пены, это запах гладкого чистого бритья. Это настоящий барбаршафовский запах, когда ты заходишь в какую-то цирюльню, а там стоит дядька, которому уже под 40 лет, он смотрит в твои глаза своими добрыми и прекрасно понимает, что тебе надо. Конечно же, ты вначале подстрижешься, потом он тебя побреет, но ему не надо ничего говорить, он уже знает, как тебя стричь. Он уже знает, как тебя побрить, он знает, как сделать так, чтобы после того, когда он закончил, ты бы забыл, где ты находишься, еще долго бы думал, а где это я? А что я сюда пришел? А, что это было? Вот что это было. Этот мужик, он готов прокатить тебя туда и обратно по этой красивой, замечательной дороге, и он знает, как это сделать. Почему? Да потому что он всю жизнь этим занимается. Вот такой запах. Офигеть. Просто офигеть. Стас, спасибо. Спасибо. Эта баночка останется у меня. Хрен она кому. Когда достанется, это будет мое личное мыло. Так, ну и станки. Со станками я просто офигел. Потому что если берем Rockwell на 3-й плите, здесь ничего необычного он мне не показал. Это был тот примерный джентльмен, который готов выполнять свою работу и делает ее на отлично. Ну, с учетом тех позиций и исходного задания, которое вы ему дали. 3-я плита, он и бреет на 3-й плите. Да, это тот же самый школяр, даже
та же самая школьная парта, которая тебе говорит, ну ты, блин, чего, урок не выучил? Ну ладно, хрен с тобой, заходи там, садись там, вот там в уголке посиди. Техники он не требует. Просто поставь и просто брейся. Если ты хоть что-то не знаешь, он как добрая учительница не станет ставить тебе двойку, он просто скажет, ладно, в следующий раз, и он брить не будет. До тех пор, пока ты его не повернешь так, когда он начнет брить. Не совсем согласен с Алексеем по поводу информативности. Здесь я информативность чувствовал всегда. Но, конечно же, это не сравнить с информативностью 41-й головы и опаски. Тут совсем другая песня. Он говорил о том, что нет информативности, скорее всего, с той колокольни, что он пришел с необычной стороны. Если все двери открывают снизу и идут наверх к Роквеллу, то он как бы открыл дверь и спустился в подвал, он сверху вниз пришел, то есть от опаски к Роквеллу. По ступеньке прошел в 41-ю голову. Вот тут да, тут его можно понять. Но лично для меня информативности хватает. И совершенно другая картина, если на ту же самую третью голову поставить шляпу от 41-й головы. Ребята, я подофигел. При первых движениях у меня было такое ощущение, что лезвие даже и не загнуто, что оно прямо стоит. Естественно, это не так. Естественно, там угол есть. Но тем не менее, бритье было более чем отлично от того же собрата на третьей плите. Это была просто какая-то, блин, вырви мозг. Это даже Роквелл был не на 6-й плите. Я не знаю, с чем это сравнить. То есть 41-я так не бреет. 41-я бреет как-то, ну, по-джентльменски, что ли. А здесь прям, как сказать-то. Вот ты проходишь мимо забора, а там собака. И чуть одно неверное движение, ты слышишь, как она рычит? Чуть одно неверное движение, и ты знаешь, что сейчас разразится лаем. Просто невероятный стёб начнется. Вот что-то здесь такое на грани фола было. Вот я даже думать не хочу, чтобы это было, если бы, допустим, была 4-я, 5-я или 6-я плита. С головой от 41-й головы. Если на шестерку поставить плиту от 41-й, да хрен его знает, что это будет. Это может даже и не 41-я будет, а там 82-я какая-нибудь. Или 51-я, или 61-я. Я хрен бы его знал. Ну, я вам честно скажу, ребят, мне третий хватило. Третья с головой от 41-й это более чем достойный вариант, чтобы вам побриться, ну, скажем так, прилично, хорошо. Одна мысль, когда я только вот вел, как только мы пришел, твою дивизию, Иванов, куда ты попал? А если бы там была 6-я голова, эта плита, она предательски, поджав хвост, убежала нафиг. Никтештейн, что-то там, вереща по-английски, по-немецки, еще что-то там. То есть вот даже думать об этом не хочу. Трешки мне вот, выше крыши. Если бы мне пришлось на трешке уже на третий проход идти, я бы, пожалуй, в сторону его отложил. Я бы не хотел увечить кожу. Это слишком, очень слишком. А вот единичка с головой от 41-й, вот это совсем другой коленкор. Я почему-то думаю, что даже в обычной жизни вот так вот, начинать даже не с трешки, а с единицы, но с головой от 41-й, вполне себе был бы очень даже неплохой вариант, я вам так скажу. Но это надо пробовать, это не точно. Алексей, огромное тебе спасибо. Просто спасибо, потому что хоть идея не нова, но в этой связке все-таки ты об этом сказал, а не кто-то. Поэтому я тебе бесконечно благодарен. Но это не опаска. Нет. Это уже ближе к 41-й. Вот по качеству бритья я имею в виду. Опаска, я, конечно, не специалист, и я не тот, который может об этом судить, но вот те крохи счастья, которые может подарить опаска, мне все-таки тоже перепали. Так вот, в тех местах, особенно на ровной поверхности, где мне удавалось побриться опаской замечательно, это чуть-чуть может быть сравнимо. Конечно, это не сравнимо с тэшкой. Так бархатно, как может идти опаска, ни одна тэшка не может. То качество бритья, которое дает опаска, ни одна тэшка дать не может. Даже 41-я. Ну, 41-я ближе по качеству, но все-таки опаска. Вы понимаете, вот после опаски ты проводишь рукой, и у тебя на лице даже намека нет на то, что когда-то вообще, в принципе, у тебя там росли волосы. У тебя просто бархатистая, нежная кожа. Если вы так умеете, ну, это хорошо. Вот такое сегодня было, ребята, бритье. От всей души надеюсь, что информация Алексея смогла вам дать что-то новое и интересное. Если у кого-то так же, как и у меня, есть пара 41-я голова и руку,
Ребята, пробуйте. Только если вы будете забираться на 4-ю, 5-ю, 6-ю плиту, это на страх и риск только ваш. Потому что я не рекомендую. Однозначно. Сами рискнете, это ваше решение. Но я не рекомендую. 3-шечка, это да. Это можно попробовать. Выше, я хз. Это вы сами. Вы сходите, а потом, если сможете что-то писать, напишите, я схожу. Вот так примерно. На этом разрешите с вами попрощаться. И от всей души желаю, чтобы и на вашей улице когда-нибудь был хороший, замечательный праздник, чтобы он вам подарил хорошие, замечательные минуты, настроения и великолепное, просто замечательное, кайфовое, обалденное бритье. Пускай и у вас так будет, ну хотя бы раз в месяц, как-то так. Добра, счастья себя, пускай у вас всегда все будет хорошо. С вами был я, Вадим, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.